Всем добрый день, дорогие подписчики! Как ваши дела, как ваше настроение? У нас сейчас период такой небольшой дождей, поэтому, возможно, видео такое будет немножко мрачное. Но, тем не менее, у меня хорошее настроение. Я сейчас хотела бы вам сделать такой небольшой ролик пояснения по поводу отека сустава. Вопросы, которые я периодически попадаются на канале, в таком духе, что имеет ли вообще смысл делать что-то для снижения отека, если он в конечном итоге все равно возвращается. Причем возвращается довольно быстро. Здесь идет речь скорее о голеностопе и колене. То есть два сустава, при травме которых действительно отек сохраняется длительное время. И действительно, если мы делаем рекомендации, которые я вам даю, самомассаж, нога на возвышении, прикладывание льда, даже с учетом того, что вы это делаете, все равно отек возвращается через некоторое время. Отсюда вопрос, есть ли вообще смысл что-то делать? Может быть, просто ничего не делать? Так, отвечая на этот вопрос, я вам говорю, что смысл есть. И смысл большой. И две основные причины, почему есть смысл это делать. Первая, основная причина – это то, что когда вы снижаете отек, тем самым вы облегчаете свой сустав, и вам легче сделать упражнение. То есть, когда вы делаете что-то для снижения отека перед выполнением ваших основных упражнений, то вам легче сделать сами упражнения потом. И даже с учетом того, что отек вернется через несколько часов, это не так важно, потому что вы сделали свои упражнения, вы подвигали сустав во всех направлениях. То есть амплитуда движения сустава, она была сохранена либо увеличена, когда вы делаете упражнения. Это первая причина. Первая причина – это работа над амплитудой движения сустава. То есть у нас не происходит вот этого затвердения сустава в определенном положении. Это первая причина. И вторая причина, тоже очень важная причина, это то, что даже если мы делаем что-то, отек уходит, потом снова приходит, потом снова уходит, потом снова приходит, все равно это создает такую циркуляцию жидкости в вашем суставе. И отек, он меняется. То есть это фактически это не одна и та же жидкость, которая остается у вас в суставе. То есть у вас происходит вот такой вот круг постоянный, циркуляция отека. То есть один отек сменяется другим. Почему это важно? Почему это важно? Это важно для предотвращения контрактуры. Как вы помните, контрактура, одна из причин, почему возникает контрактура, это как раз-таки застоявшийся старый отек, который сохраняется в течение длительного времени и который, к сожалению, влияет на изменение наших волокон. То есть образуется больше коллагеновых волокон. Когда мы что-то делаем, и вот эта жидкость, она не скапливается, не остается в суставе, а она постоянно вот так меняется, то, соответственно, вы тем самым в несколько раз снижаете риск того, что у вас может появиться вот этот анкилоз, затвердение сустава в виде контрактуры, и то, что у вас пойдет вот это структурное изменение волокон вашего сустава. В итоге, резюме, отвечая на ваш вопрос, есть ли смысл вообще что-то делать для снижения отека, если отек возвращается через несколько часов, я вам подтверждаю, что да, смысл есть. И основные две причины, которые я озвучила, это сохранение, увеличение амплитуды движения в суставе с упражнениями, при сниженном отеке, в момент снижения отека. И вторая причина – это предотвращение контрактуры вашего сустава. Все. Если у вас остались вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях. Я еду дальше к следующему пациенту. Всем до следующих роликов и всем пока-пока.